Фига себе. Подожди. Это кто? Это кто? Ну я же вижу, что тут кто-то стоит. Ты видишь, что кто-то стоит? Тут кто-то стоит. Оля, это ты? Вы на канале Кейтис Геймсис. Всем приветики, ребятки! Вы на канале Кейтис Геймсис, и мы сегодня с вами продолжаем проходить игру Зайчик. Загрузить? Ты чё не работаешь? Антон, выпил? Можешь, если захочешь. Вот, мы с тобой остановились на моменте, когда маман заставила нас выпить таблетки. Раздевайся. Уснул, что ли? Нет, мам, просто задумался. Я видел сегодня какой причесон, блин, прямо из 80-х. Интересно, о чем почти. же? Так, глупости всякие. Мама смерила меня подозрительным взглядом. Словно сомневалась, что перед ней родной сын, а не какой-то притворщик, явившийся из леса. Точно все нормально? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил. Все нормально, мам. Она глубоко вздохнула. Хорошо. Дом будто изменился. Потускнела диванная обивка. На кафеле в ванной отпечатались следы чьих-то пальцев. Лампочки светили иначе, тускло и желто. Даже привкус слюны во рту казался другим. Со второго этажа послышалась мелодия Аладдина. Оля пересмотрела свои любимые серии «Русалочки» и переключилась на другие кассеты. Я неспешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркале свое отражение, словно изучая ребус «Найди отличия». Потом поднялся по лестнице. Умолкли голоса Джафара и Яга. Я прошел мимо Олиной спальни и юркнул в свою комнату. Так, и юркнул в свою комнату могу я открыть только... О, фига себе. Подожди. Это кто? Это кто? Ну я же вижу, что тут кто-то стоит. Ты видишь, что кто-то стоит? Тут кто-то стоит. Оля, это ты? Один из ящиков стола пустовал. Туда я спрятал варежку. Такое простое действие отняло у меня последние силы. Я сел на кровать. И только тут увидел, за шторкой кто-то стоял. Моя рука обессиленно упала. Лекарство тому вино или пережитый стресс, но комната колебалась, словно ветер надувал стены, как парусину. Углы плыли и изгибались. Только силуэт между подоконником и гардиной оставался недвижимым. Ткань облепила притаившегося гостя. Точно саван, подумал я. Оля? Чё? Кому еще там стоять? Я встал с кровати, облизал пересохшие губы. Оля, очень смешно. Силуэт не шевелился. Штора мягко обтекала контуры, будто не человека, а уплотнение мрака. Я потянулся к шторке. Тук-тук, тук-тук, стучало отрегулированное таблетками сердце. Ветер в поле пел стоголосым хором. На секунду захотелось вернуться на кровать, лечь и просто смотреть на человека за шторкой, зная, что он смотрит в ответ. Смотрит, не моргая, и ждет, когда ты уснешь. Пластмассовые кольца зашуршали о карниз, когда я рывком отдернул шторку. Попался! Да я сразу понял, что это ты. На фоне предзакатного солнца над Олиной головой вспыхнул ослепительный нимб. Словно моя сестра светилась. Когда Оля была совсем крошкой, папа частенько говорил, что она светится от радости. Я возражал, она же не фонарик, чтобы светиться, но однажды поднес ее к окну, и солнечные лучи попали на улыбающееся личико. Казалось, я держу на руках ребенка, сотканного из света. А я все видела. Чё ты там видела? Что ты спрятал? Да ничего. Вылитая маленькая мама, еще до того, как она нацепила эту маску тоскливой усталости и перешла на приказной тон. Ничего, просто... Оля подбежала к столу и спросила, округлив глаза. Ты что-то украл и теперь прячешь? Ты вор? Что? Глупая. Ничего я не крал. Всплыл четкий образ варежка, висящая на суку. А вдруг я ее украл? У леса, у склонившегося силуэта за деревьями. Оля, когда хотела, могла быть капризной и напористой. Покажи тогда. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. Оля заговорщицки улыбнулась. Клянусь маминым сердцем. О.
Клятва, услышанная ею в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. Это что за фильм? Пионерское движение – собирательное название детских коммунистических организаций, существовавших в разных странах. Воспитанники такого лагеря назывались пионерами. А я думала, мне скажут... Прям Не фильм? говори Как так. название фильма? Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый ключик. Любопытство переполняло ее, плескалось в огромных глазах. Я выдвинул ящик, и Оля наклонилась, затаив дыхание. Казалось, там лежала не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. Это чья-то варежка? Ага. Она сказала это с такой интонацией, будто сама не могла понять, что это такое. Один мальчик потерял. И сам потерялся. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям? Ему, наверное, там очень холодно. Его найдут? Обязательно. Участковый по домам ходит, всем фотографию его показывает. Оля с опаской прошла по комнате и впечатала в оконное стекло ладошки. А почему он по домам ходит, а не по лесу? Боится? Ну, видимо, да, вопрос застал меня врасплох. Милиционеры ничего не боятся. И лес они прочесали. Да как же, мелькнуло в затуманенном сознании. Проверяли ли они в самых потаенных углах, где тьма, холод и шепот обледенелых ветвей? Допустим, да, но почему тогда не нашли варежку? Или она появилась позже для меня? Я сменил тему. Словно попытался отвести Олю подальше от чащи. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам, может, награду дадут. Кучу всякого, как в поле чудес. Да, нет, так не бывает, Клёво же. прикинь. Ну да, клево. Оля словно не слышала меня. Так, а это будет... А, не будет мигать, да? Поле чудес. Ну, советская и российская телеигра, выходящая каждую пятницу вечером и являющаяся частичным аналогом американской телевизионной программы «Колесо фортуны». А, так она еще и частичным аналогом ее является? Фига себе, я думала, это сами придумали. Как-то даже обидненько стало. Так, Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и буравила лес взглядом внимательных, каких-то удивительных взрослых глаз. А что, если эта сова его утащила? Ерунда. Не может сова поднять человека. Но вот что... Я тщательно подбирал сова, вытаскивал их силком из переутомленного мозга. Ты в лес не суйся. Мне кажется, он какой-то... Как бы сказать... Проклятый, что ли? Как в сказке? Ну, походу. Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Че он за кассета такая? Оля поежилась и украдкой выглянула в окно. Я видела, как ты убегал. За тобой кто-то гнался? Нет, просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. Я смотрел на сестру, и сердце обливалось кровью. Да чего же она хрупкая, как легко погасить этот свет. Подует ветер и затушит лампадку. Хорошо тебе. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Как принцесса в Почесать башне свое... сижу, никуда не могу выйти. Так и умру тут от скуки. Не придумывай. Не, ну гулять-то с ребенком надо, если одну не отпускают, то надо с ней тогда идти гулять. Ой, варежки на потаре висят, как это мило. От скуки еще никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. И чё, гулять Знаешь, начнут что с бы я ней? загадала на следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились. И мы бы все вместе играли, как раньше. О, Ага. А если бы они стали размером с жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. интересно, а нам потом расскажут, почему их родители стали себя так вести? Почему они поссорились, почему поругались, почему они так резко, сильно изменились и решили переехать? Я что-то не поняла. Вот мне вот это интересно, если честно. Просто они вроде как рассказывают, что их мама очень добрая, очень хорошая, а сейчас она ничего не делает, она тупо моет посуду и такая: поели, ушли, убрались, ушли, пошли убираться в комнате, пошли смотреть мультики, все, больше ничего. И даже гулять с ними не хочет. Ну, с девочкой-то гулять надо. Свежий воздух всем нужен. Оля хихикнула, потянула меня за рукав. Тоша, пойдем Аладдина смотреть. Усталость была сильнее желания побыть с сестрой. Меня одолела какая-то гнусная апатия. Вымотался я. Что-то не хочется. А чё, ну пошел бы и там подрых под Аладдина, я так всегда делаю. Ну пойдем. Мне скучно одной, а мама занята все время.
Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. Да он, наверное, все Да уже я видел. все нет? наши кассеты наизусть знаю. По себе знаю, да. Одну эту ж кассету раз 100 смотрели. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Помнишь, ты уснул на середине? А там потом такое. Ну пойдем. Давай попозже. Рассказать тебе, чем все закончилось? Не-не, не спойлери, в Утром смысле? расскажешь. Утром не захочу. Придумала. А давай в прятки. Ой, капздец, мне Нет, кажется, так себе идея. Тогда нарисуй мне динозавра. Какая приставучая девчонка. Оля, а. блин. Нарисуй. Да оставь ты меня в покое! Слова сами сорвались с губ, я даже опешил. Прежде я так не прикрикивал на сестру. Ошеломленная Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая неминуемые слезы. Годливость и стыд заклокотали в груди. Что со мной происходит? Я заспешила опередить Олин плач. Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. Уже не хочу. Ой, я подошел к ней, положил ладонь на мягкие волосы. Пойдем. Питера Пэна посмотрим. Ага, ты опять уснешь. Да, в самом начале. Я улыбнулся, поднял ее подбородок. Глаза были мокрыми, бездонными. Не усну, обещаю. А потом я тебе целого трицератопса нарисую. Ух, охренеть. Ура! Трипи! Сири! Попса! Ну, Понятно. почти. Она протерла рукавом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. Только утром свежий привезли, как ты любишь. А, Неси, только аккуратнее, а то разольешь. Опять ругаться будут. Спорим, не разолью. Кассета где-то в тумбочке. Поищи пока. что-то я сейчас найду, да? Оля исчезла в дверях, а я поплелся в соседнюю комнату. Так, я могу только включить. Включаю. Старый телевизор «Фотон» пылился в углу. Оставалось только щелкнуть кнопкой на передней панели. Кинескоп нагрелся. Кинескоп. Ой, я случайно нажал на тачпад. Я было потянулся включить видеомагнитофон, как вдруг рябь улеглась, и на мгновение вынырнула размытая картинка. Это был мрачный таежный лес, в точности такой же, как у меня за окном. Искажение разделяло экран прямо посередине. Из динамика доносилось нечто зловещее, едва похожее на человеческую речь. Не прошло нескольких секунд, как пейзаж снова замело помехами. Неужели ловит новый сигнал? На местном телевидении показывают только советские мультфильмы, да и те очень редко. А раньше я всегда смотрел Роботек перед школой. Вот же было здорово. Может, пошевелить антенну? Вдруг поймаю тот самый канал. Но с другой стороны, Оля просила найти кассету. Нехорошо будет ее опять расстраивать. А и эта сонливость, сил нет делать все с скопом. Как так? Я сейчас нажимал, на чипа, то не работал. Так, ну давай. А, у меня был вариант половить, и был вариант найти. Ну, я найду лучше. Я прошерстил полки, заставленные куклами и голубыми бегемотиками из киндер-сюрприза. Нужная кассета нашлась по стертому голубому корешку. Я вытряхнул из коробки черный прямоугольник. Зашуршала пленка, перекручиваясь к началу. Ее шелест убаюкивал. Меня, сидящего на корточках перед экраном, окутало дремой. В голове завертелись образы. Мы с Олей летим над лесом, кувыркаемся на мягкой перине облаков. Сестра смеется, и я улыбаюсь, но улыбка с каждой секундой все натянутей. Я замечаю, что облака раздвинулись под нами, а внизу ощетинились сосны. Меж деревьев хлюпает болотистая тьма, а крылья уже не могут удерживать нас. И Оля... Ты не смотришь без меня? Не. В руках у сестры был поднос с криво нарезанным хлебом и целой банкой сгущенки. Я протер глаза. Нет, садись. Мама с папой опять ругаются. А что, пахан приехал? У них сейчас период такой. Глупый какой-то период. На экране Венди убирала в комод тень Питера Пэна. Олю веселила мультяшная собака Нена. Может, и нам родители собачку купят? Ой, фига себе, собачка там такая. Ага, как же.
В Небыляндии у меня будет своя собственная собака. И кошка. И попугайчик. Ага, только когда ты вырастешь, тебе это все не захочется, потому что говняшки за ними убирать очень-очень противно. Ну, я хотела сказать долго, но в принципе недолго. Но так бывает лень. Так вот за шиншиллой думаешь, не хочу. Оля намазала хлеб толстым слоем сгущенки и вручила мне бутерброд. А у тебя все молочные зубы выпали? А у тебя что-то прямо сейчас выпадает? Конечно. Оля озабоченно нахмурилась. У Питера Пэна зубы молочные. Вдруг со взрослыми зубами тебя не пустят в его страну? Мы что-нибудь Фига обязательно себе. придумаем. Вырвем, вставим молочный, хрясь! Попросим папу исправить тебе возраст в паспорте. С чего это папа будет документы подделывать? А у него паспорт есть? То есть ему сколько? Я не знаю в России во сколько. Это же в России, да? Во сколько в России выдают паспорт? Я не знаю. У нас нет просто паспорта, у нас есть удостоверение личности, оно выдается с 16 лет. А в России паспорт, по-моему, пораньше, с 12, что ли? Оля куснула бутерброд и сказала с набитым ртом. Будет. Мама говорила, что он так делал. А я подслушала. Фига себе. Смотри, уши вырастут, как у Дамбо. Оля всполошилась, потрогала себя за мочку. Я улыбнулся тайком. Сестра замолчала. Теперь она уминала хлеб, наблюдая за похождениями Пэна, феи Динь-Динь и Джеймса Крюка. Крюка. Словно действительно переместилась в сказочную Небыляндию. Что греха таить, и я часто представлял себя там, в стране, где не взрослеют, не ссорятся из-за пустяков, не слушают ночами ругань за стеной и звон посуды. Я будто задремал с открытыми глазами. В реальность вернул резкий оклик сестры. Тоша, скорее, штору задерни! Зачем? Никто же на тебя не смотрит. Сова! Темно, а когда темнеет, прилетает сова. Я боюсь. О. Превозмогая усталость, я слез с кровати и задернул штору. Там сейчас что-нибудь будет, да? Старался при этом не смотреть наружу, на пики сосен, на тайгу, которая в сумерках словно приближалась к дому. Хотя, конечно, это лишь корябающие снег тени создавали впечатление, что сосны двигаются. Тоша, мама думает, что я напридумывала про сову. И папа считает, что раз я маленькая, то значит врушка. О, так а нельзя. сова есть. Вот честная-пречестная, есть она. Ты же мне веришь, что она там и каждую ночь прилетает и... Я порывисто взял Олю за руку, посмотрел в глаза, словно пытался передать ей каплю смелости и уверенности. Но есть ли эти качества во мне самом? Я тебе верю, слышишь? Ты только родителям больше не рассказывай про сову. У них и так хлопот по горло, они только рассердятся. Ты мне говори, если что случится. И в окно не смотри. Но она хочет, чтобы я смотрела. Перехочет. Притворись, что ее нет и не было никогда, что она выдумка, как родители говорят. Ей ждать надоест, она улетит. Ага. Не, ну по факту, а зачем она на нее смотрит? Ну, отвернулась и все. Шторы заранее задернула и все. Мы следили за приключениями Питера Пэна, будто не было ничего. Ни леса, который похищал детей, ни родителей, которые поедали друг друга по кусочкам. Капитан Крюк улепетывал от крокодила. Капитан Пен направлялся в Лондон на золотом паруснике. Чудом я пересидел сестру. Олины веки слиплись, она засопела, опустив подбородок на изголовье кровати. Я встал осторожно и покинул детскую. Я смотрел в окно, изучая поле, когда мама заглянула ко мне. Довольно баловства. Завтра первый день в школе. Ложись, тебе надо выспаться. Но мама красивая такая, фигуристая, молодая. Не хочешь Прям же такая, ты, чтобы ух. тебя все дразнили Соней? Хоть бы поцеловала. Как же у взрослых все просто. Словно мой крепкий сон будет залогом того, что я понравлюсь одноклассникам. Натянув одеяло под горло, я слушал, как бормочет дом, как в темных углах шуршит кто-то невидимый. Внутренний голос задался вопросом, хочу ли я снова услышать ту странную флейту? Да или нет? Возможно, я взрослею и не могу до конца понять себя и свои желания. Лес стенал...
Чего, лес стонал, может, за преградой стен? Что-то бесплотное бродило по полям. Шевелились ветви, будто звали. И ветер выл и выл в ночи. Мысли, как назойливые мухи, что лезли в голову, становились вялыми и путанными. Я сам не заметил, как провалился в сон. И все-таки он настал. Первый учебный день, которого я боялся больше всего. Эпизод 2. Время поиграть. Да? А всего же их 4? Она так быстро проходится, что ли, игра? Или она дальше будет длиннее? Новая школа и учителя. А главное, новые одноклассники, с которыми мне всегда было сложно найти общий язык. Как и большинство очкариков, наверное. Я переселил себя и выбрался из теплой постели. В старую школу меня обычно провожал папа, но этим утром из родительской спальни не доносилось ни звука. Неужели проспали? Оно и к лучшему. Не хотелось в первый же день прослыть папенькиным сынком. Наверное, родители лежат сейчас под одеялом и видят сны, где все по-прежнему легко и понятно. Хорошие сны, пусть и лживые. Чтобы никого не разбудить, особенно мирно спящую Олю, я прокрался на первый этаж. Старался наступать на середину половицы. Так я забавлялся еще в прошлой квартире. Если ступня попадает на щель между досками, считай, сгорел. Стрелки часов нарезали время. Стоит поторопиться. Скорее, скорее. Слишком быстро я сделал круг по прихожей. Лава кипела в зазорах между половицами. Надо идти аккуратно, выжить любой ценой. Прыг-прыг, снова жаба по кочкам, словно трусливый зайка в роще, кишащий волками. На кухне я сделал бутерброд. С трудом протолкнул его в желудок и запил холодным чаем. Аппетит был как у человека, идущего на гильотину. Я потупился и увидел, что правая ступня стоит сразу на 2 досках. Сгорел. Я переставил ногу. В животе закопошились мерзкие змееныши, страх перед тычками и гадкими прозвищами. Часы щелкнули стрелками. Пора. Раннее утро было по-зимнему темным. Мрак из домов здесь никогда не уходил до конца. Я долго зашнуровывал ботинки, застегивал пуховик на все пуговицы, до последнего оттягивал неприятный выход в полутьму, в тревожную неизвестность. Протер очки на удачу, хотя и не припомню случая, когда эти толстенные стекляшки принесли бы мне везение. Ух, ни хрена там темно! Небо напоминало огромный кровоподтек. На востоке громоздилась и разбухала черная туча. Слизывала звезды и гасила рассветное зарево. Тьма облепила деревья. Осторожные птичьи вскрики путались в зарослях. Я запер входную дверь длинным ключом, который носил на шее. Родители обязали носить меня шнурок-петлю, опасаясь, что я, растяпа, потеряю ключ. Ветер свистел за калиткой, приглашал в новую жизнь, навстречу сомнительным приключениям. И будто старый приятель увязался за мной, подталкивая в спину. Тени сосен раскинулись, поглотив треть пустыря. На подходе к лесу я спрятал нос под воротник. Весь нахохлился, сутулился, вклиниваясь в просеку. Высокие деревья обступили тропинку. Под ногами шуршало снежное покрывало, а сверху ветви сплетались, образуя полог, отрезая меня от жалкого мерцания звезд. Ночью не думала убираться из чашовы. В темноте деревья походили на косматых старух и пахли могильной землей. Стволы превращались в потрескавшиеся морщинистые морды с ртами-дуплами. Зазеваешься, и замшелые ведьмы утащат в лесные дебри. Будут потом родители бродить по лесам, говорить «Антон! Антон!». Мертвые не отвечают живым. Или отвечают. Паника разрасталась в груди. Я готов был явиться в школу хоть у папы на руках, только бы не видеть, как тьма, словно черное тесто, поднимается во врагах. Я обернулся. Показалось, что кто-то нырнул за кусты. Стоило мне ускорить шаг, как позади заскрипел снег. Лес вздохнул гигантскими легкими, затрещал бурелом. Ой, я не знаю, что такое. Ветер, птицы, все осталось в поле. Шум леса был единственным спутником. Я шел, вслушивался и все сильнее ощущал незримое присутствие. Будто кто-то следовал за мной по пятам, стараясь попадать в такт моих шагов. Я оглянулся так резко, что хрустнула шея. Да там никого! Узкая тропинка позади меня терялась в темноте. Сучья перехлёстывались над нерукотворным туннелем. Есть здесь кто? Вопрос сорвался с губ и растворился в несмолкаемом скрипе деревянных идолов этих древних сосен. И взбрело мне в голову идти через лес одному.
Ну да, доперла до тебя, блин. Наверное, я спятил или... Кто-то нарочно выманил меня из дома. Ты дурак! Ты из дома вышел, сам в лес пошел. Причем тут кто-то? Если ты дебил, не надо перекидывать это на кого-то другого и говорить: «О, это он виноват, я тут ни при чем. Я сам же пошел через лес, но виноват он меня выманил». Ни хрена подобного. Дорогой слабая надежда вдали замаячили огни. Проселочная дорога! Со всех ног я бросился туда, будто боялся, что тропинка сомкнется. Когтистые лапы схватят меня за плечи, повернут и заставят взглянуть в лицо голодным обитателям леса. Но никто меня не задержал. Не веря в удачу, я буквально вылетел на трухлявый мост. Ручей, студеный и черный, будто смола, омывал опоры. Я уперся ладонями в колени и из-под лобья глянул на лес. Фыркнул, выравнивая дыхание. Чащоба притворялась спящей, миролюбивой, неживой. Остальной путь пролегал по заснеженной дороге, освещенной редкими фонарями. Я отогнал дурные мысли и постарался как можно быстрее перебегать от одного кругосвета к другому под защиту электричества. Как в детской забаве, где первому нужно закричать: «Я в домике!». Только домики эти были хрупкими, а за их стенами непрерывно двигалась тьма. Вдруг я заметил нечто до жути странное. Там, куда не доставал свет покосившегося фонаря, ожила и утробно зарычалась сгорбленная лохматая тень. Слушай, а может сейчас вообще ночь? И он среди ночи проснулся и пошел в школу? Чё так темно-то? Ее черты будто отторгали свет, а неестественная поза внушала страх. Я выпучил глаза и заморгал, чтобы прогнать наваждение. Но тень все еще была там и даже приблизилась. Ужас скрутил мои кишки. Я попятился и чуть не упал в сугроб. Ну слушай, ну это волк какой-то, стоящий на двух лапах в шубе. Ну сдрысни, а? Ну ты что, реально на него смотреть будешь? Чучело же выпрямилась во весь рост и спросила ласковым голосом: Чего крадешься? Душу мою украсть хочешь? Кобздец, это говорящий волк на двух ногах и в шубе. Я тебе говорю, надо текать отсюда нахрен. От удивления я лишился дара речи. Ну еще бы! Кто может поговорить со мной таким шелковым голоском здесь, между лесом и дремлющим поселком? Чего молчишь, не смышленыш? Язык вырвали? Сама же сказала, не смышленыш. Слушай, а я тебе еще и нос откушу. Спасибо, а что еще откусишь? Будешь знать, как совать его в чужие дела. Да я мимо шла! Судя по голосу и фигуре, это была девочка. Но не успела я одернуть себя. Дурак, испугался девчонки, как различил под капюшоном распахнутый рот и что-то опасно блеснувшее в его широкой щели. Я обомлел. Ой, привет. Лиса? Из пещеры капюшона на меня таращилась пугающая живая лисья морда. Только вот пасть ее не шевелилась, а глаза не моргали. Маска! Обыкновенная девочка, просто маску лисы напялила. По крайней мере, я хотел так думать. Как это случается после резкого испуга, я нервно заулыбался. А я просто в школу иду, а тут ты. Что я? Никогда не видел, как лиса собаку кормит? Действительно, возле ног девочки лисы крутилась маленькая собачонка. Кажется, одна из дворняг, что гнались за мной вчера. Извини, я не хотел. Услышав мой голос, собака тяфнула, прижала уши, затем принюхалась и завиляла хвостом. Наверное, от меня пахло колбасой, что я ел на завтрак. Я смотрел то на моську, то на девочку. Она уже не казалась страшной, только странной. Значит, не хотел. Ну-ну, как тебя зовут? Меня Антон, а тебя? А меня нет. Понятно. В комментах к прошлому видео это писали. Меня, как тебя зовут? Меня Антон. А меня нет. Понятно. Чудная какая-то, с приветом, да с конкретным, блин, зато голос приятный. Оторопь сменилась радостью, незнакомка явно была человеком, хоть и со странностями. Еще я немного злился на себя. Эта лисичка-сестричка гуляет в сумраке, как ни в чем не бывало, а я вздрагиваю от малейшего шороха. Можно было идти дальше, но девочка раздразнила любопытство. В следующий раз спросит меня милиционер, завел ли я знакомство на новом месте, а я ему отвечу: ага, с говорящей лисой. Ты здесь живешь? В поселке? Лисица хихикнула и заурчала. Крутанулась вокруг себя так, что подол шубки раздулся. Нет, глупый. Лисы не живут в поселках. Логично. Хочешь сказать, ты живешь в лесу? Из какого
какой норы ты вылез? Конечно! Лисам среди людей не выжить, пока они лисы. Странно. Ну ладно, давай на этом закончим. Я сегодня планировала не очень долгое видео. Вот, давай продолжим с тобой в следующей серии, на следующей неделе. На сегодня закончим. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, пиши комментарий, скидывай своим друзьям, которым тоже понравится, а также подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы искать новые серии, видео и стримы. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока!